Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Пару диалогов. Ну так себе, но возможно. А главное, как ему глаз-то в конце засветился у него самого. Да, я ему такую-то историю рассказал. Фантастическую. У него глаз-то засветился, да? А обычно он ведь злой такой был. А тут вроде как бы подобрел человек, что ли. Можно и так сказать. Приятного вам просмотра, мои хорошие. Нет, не Ромка. Здрасте. По Украине. Лапка курина в составе Германии, родной. Чё это ты так на нас? Я сказал, слава Украине. А я сказал в составе Германии. А чё это флаг украинский показывает, прапор? Ну это я когда хочу, чтобы мне люди куриные Ты что, лапки показывали, в я ставлю. Германии находишься? Так точно. Ага. Шо? И что там поробляешь? Я живу Что ты здесь. Уже больше 20 лет тут нахожусь. А сам звідки? Казахстан. А что ты там находишься? Ну немец этнический, то и переехал, живу. Ты немец? Ну так точно. Да ты что? А я тебе вот зуб А даю. что, в Казахстане живете чи що? Откуда я знаю, как там сейчас живется? Я же 24-23 года назад оттуда... Цей. А що ти в цьому в загниваючому западі цей, живеш? Що ти вот- там поробляєш? Так- В загниваючій Ты Європі. что не разумеешь, родненький? Это мой дом. Загнивает Ну, он. разумею. Он или не загнивает, это мой дом. А що таке? Що, Російська тобі не подобається? Ні, да? Господи, ты почему такой ужаленный? Мы за Россию еще слова не говорили. Нафиг оно тебе надо? Ты шо? Причем А тут що? Россия? А Ну, чий Крим? Крымчан, как чей? Крымчан он. Там А крымчане що, живут. є та національність кримчані? Нет, это национальность, это народность. Там живут украинцы, А яка? татары и русские. Греки еще есть. Де там русські є? В Крыму? Да, в Криму, де там русські є? Ну как где? Я откуда знаю где? Там живут. А ти що, перевіряв? Да откуда же я проверял? Я не был там ни разу. Ни в России, ни в Украине. Но по, так сказать, по школьной программе изучал. Помню, говорили. Так чому у тебе український прапор стоїть? Ти? Так я ж тебе казав, чтоб мне люди куриную лапку показывали. Я так прошу, они не делают. А когда прапор ставлю, вот сами тычут куриную лапку. Ну так вони думають, що ти українець. А зачем ты мне ее тычешь? А сподіваються, що ти не українець, а ти чмо удмурське. Ой-ой-ой, цивилизация. Це Європа, ти кажеш. Та ти Да, же я будто кажу, так що це сказать Європа. не можешь. Ты ж от сердца человека не поприветствуешь. Какая ты це Европа, родненький? Слава Україні, героям слава. Да чтобы вы все там переславили друг Над дружку. ворогам. Слава Україні! А еще что О. ты знаешь? Пушкина знаешь? Читал Пушкина? Давай куриную лапку на прощание. На прощанні А, ты еще не текаешь? Я думал, ты текаешь. я можу і втекти, а чому ти не хочеш тікати, да? Нет, ты мне сподобаешься. Чого? Нічого, втечеш ти з Європи. До А почему, как это Ти так там все? залишишся, Подожди, поіграєшся. а как так логика у тебя какая? Мы в нашем разговоре Россию вообще не подымали. Что тебе? А що в цей там сталося з вашими цими, я не знаю, в Керченській протоці, що там сталося? Северный Знаешь, поток, папа- на кой ляд вы нам подорвали Северный поток? Керченська протока, Керченський пролив, що там Да зробили? это ты крымчанам спрашиваешь за Керчь, а я-то Я немец, тебя что ты спрашиваю. мне? Ты мне за Северный поток отвечай давай. А що мені за твій цей Південний поток говорить? А что мне за Підірвали Керчь? його там? Я в Керчи был, Чи что хто там- ли? Я там ее копал. По новостям он кажуть, що там цей танкери затонули з нефтю, з В нафтою. Керченском проливе? Да, в Керченському проливі, возьми загуглі. Ну окей, а мы-то тут при чем?
А вы-то тут при чем? В Украину приехал и нас Кто? по всему, бля, Черному морю. Россияне ваши, вы, россияне, бля, Да своим ты там ужаленный просто напрочь. Какие россияне? Что у тебя Россия с головы не нефтерудовозом. выходит? Ты что, дурак чи що, блядь? Да Візьми чешо, загугли шишо, я тебе новини. кажу, я немец с Германии. И вот тебе сейчас еще чуть-чуть и Адольфа буду славить. А ты мне кажешь, Россию, Давай, забудь про ну, Россию. прослав Адольфа, ушастый ты. Капут! Гитлер капут! Ну, чё, ну? А чё Гитлер капут, Ну то, что он а не аршлёх. Путин? Weißt du, was Arschloch heißt? Не знаешь? Не Фетшейн. А, verstehst du nicht? А почему мы с тобой вообще за Россию не касаемся? Зачем ты мне постоянно Россия, 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 Россия? А чё это был украинский прапор? То есть мне тут за куриную лапку тільки що топив. Ну я не понимаю, зачем ты гражданину Великой Германии показываешь куриную лапку, когда надо говорить «здравствуйте». Я сказав слава Україні. Ну и А будь Германія здоров. це розуміє. Я тебе сказал в составе Германии. Криша, пішов ти за русским А, кораблем. текаешь, да. Знаешь, Крабиком, давай вот так, знаешь, руки кверху что и крабиком. Цак-цак, цак-цак-цак, цак-цак-цак. От ти так і можеш, до Путіна побіжиш. Не переживай. Чекай, давай. Знайдуть тебе. Давай спілкуватись, давай. Чекай. Как звати тебя? Меня Сашко звати. Ах ты, курятина. Вот чудо беда у него. Ну вот Россия и Россия. Россия и Россия. Я спецом не касался этого. После первого раза, когда он упомянул первый раз, я спецом не стал это. Думаю, насколько вот оно укушенное. Хочется ему, хочется. Хочется ему вот просто вот что. Вот правильно Господь говорит, что на рот говорит то, что на сердце в избытке. Вот то и рот и говорит. О, давно не виделись. Что ты спрятался? Первый раз. Ага, Я первый раз тебя видел. То ты в маске постоянно был, как будто тебя не узнать. Потом без маски. А теперь ты меня в первый раз видишь. Какой маски рассказывай? Балаклава. Походу ты сумасшедший. Конечно, я сумасшедший. Мозгов нет у тебя, а я сумасшедший. У меня никогда балаклавы не было. Я не знаю. Да. Пятнисто не черного цвета, а цвета хаки, знаешь, зеленая такая всякая разная. Думаешь, это правда? Слушай, у меня записей куча таких. Что мне думать, я это точно Ты знаю. А? Не, я тебя ничего не буду как бы опровергать твои догадки или предположения. Пускай будет так. Диван, Думаю, что мы с тобой- ковер, все знакомо. Ну сейчас ты, конечно, вон где-то там у печки, видать, куришь, сидишь. А обычно на диванчике ты возле коврика, ну, на стене который ковер. Правильно, на пол плюй, что там мелочиться. Ну ты откуда вообще? Немеччина, Германия, 1000 раз при каждом разговоре говорил. Толь ты Кому трезвый сегодня, поэтому, может, не помнишь. Ты меня с кем-то путаешь. Да. Чем фронт чем ближе, тем начинается вот это вот с кем-то путаешь, да я не я, блядь. Вопрос. Если мы с тобой разговаривали, то о чем? Да вот как сейчас, ни о чем. То ты меня по-немецкому там штурмовал, типа знаешь, не верю я, что ты с Германии. Оно все всегда по-разному было. Я еще и не верил, что ты из Германии. Обычно я доверяю людям. Даже, знаешь, как моя, вот если я тебе хочу на будущее сказать, как я выявляю ложь, и когда я хочу узнать, правда это или нет. Давай. Я просто сопоставляю кое-какие факты и все. Окей, вот сопоставь факты, и я тебе наврал сейчас или нет? Ну, ты сказал, что ты из Немеччины, Да, из Германии, да? да. Украинский флаг, я так понимаю, это VPN. VPN. Ну, знаешь, ты сказал правду, потому что ты не такой же сильно похож на русского, который живет в России. А как люди отличаются, я не Ну, не понимаю. такой зашорен, там обычно быковатый, ты более-менее такой. Или ты, может быть, в этом живешь где-нибудь в европейской части России, в Калининграде, например. Да нет, тут я тебе книжку сейчас на немецком покажу, читаю. Правда, отсвечивает.
Это Дахау, концентрационный лагерь Дахау. Тебя это интересует? Ну, так как я блогер, да, я читаю страсти эти ужасные. Ты еще и блогер. Я еще и блогер, прикинь. Как канал называется? Канал называется «Сам себе на уме». А зачем тебе украинский флаг? Ну, VPN это, чтобы пообщаться с людьми с Украины, ставишь украинский флажочек, и чаще люди, граждане Украины попадаются. А зачем? Ну, разговаривать, беседовать. А что, кроме поговорить, кроме с ними больше мест? Ну, я чаще всего ведь о конфликте военном разговариваю, то, что там у вас происходит, понимаешь? Ты типа разбираешься в них? Я хочу до конца разобраться. Не то, что Ну, я вот там прям можно вообще знаток, короче, как свидетель. Но вот до конца бы хотелось, конечно, убедиться в кое-каких моментах. До конца разберешься, когда это все закончится. Пока это еще непонятно, чем закончится. Вот ты всегда мне говорил, обманывал, что ты с Донецка. А ты не с Донецка. Да 100 пудов. А, Откуда я могу быть, скажи? Я не знаю. Это ты только можешь просветить. А что, я не могу быть с Донецка? Можешь. Почему это не можешь? Можешь. Ну, кто мне запретит не быть с Донецка, например? Ну и что? А почему вот ты, судя по твоей риторике с тех разговоров, ты ждешь, да, вот киевскую власть? Да я сам киевская власть вообще. Молодец, блядь. Молодец, блядь. Ой. Так на рубашку надо это другую одевать. Зачем ты на это одел? Тройку. В смысле рубашку? Это для тепла, а как она выглядит, это другой вопрос. Это вообще жилетка, ты не видишь? А я думал, это от костюма тройки часть. Ты меньше думай. А Больше мой думальник меня обманывает. Да, ну ты же бывший из России, там все такие. Ну, Недоразвитые. во-первых, в России не все такие, и далеко не такие. А во-вторых, я в России был только один раз проездом. А сам откуда-то? Казахстан. Северный А, Казахстан. родственники твои откуда? Какие родственники? Ну, род твой откуда ведешь? С Германии, земля Баден-Вюртемберг. Ну, я там не живу, я с Баварии, я в Баварии живу. Твои родственники никогда не жили в России? В царской России. Хотя нет, в Советском Союзе жили, но не в России. Жили. Ну, этот отпечаток, отлаживается. А ты жил в Советском Союзе? Жил. Отложилось отпечаток? Нет. А чё это так? Ну, только на интеллектуальных способностях. И больше никак. То есть Я приумножилось. стал намного злее, намного умнее, намного хитрее, намного подлее. Ну, в общем, намного всего. Из-за Советского Союза? Ну, конечно. А чё ты подлее стал? Потому что накладывается опыт. Опыт. Какой, Прожитых брат, опыт? лет. Мы с тобой ровесники. Нам по десятке было, когда Советский Союз распался. И что? Этого хватило. Вот смотри, если бы, негативный опыт 10 лет, да, допустим, а если был бы уровень жизни намного выше, там, как по Франции, например, когда Ну. смотришь те фильмы, например, и понимаешь, что уровень жизни твой, и там очень разный. Мы были бы другого мышления люди. Да нет, я думаю, тогда- это нас 90-е подкосили. Я понял, о чем ты толкуешь. Я думаю, это 90-е нас подкосили. Ну, никак не Советский Союз. А потому что мы верили Советам, и то, что Советский Союз исчез, вот это опять же нас подкосило. Мы верили в то, что потом в 90-х оказалось вообще несущественным. И это было наоборот как тяжесть. Ну, может быть, изменения какие-то, но все равно. А вот представь, Советский Союз не разрушен, да? Ну, Да. А ты все осталось представь, по-прежнему. ты прикинь, я недавно на той неделе с мужичком с Украины беседовал. Он мне такую мыслю подкинул. Я до этого сам не додумывался. Представляешь, вот то, что ты сейчас говоришь. Советский Союз не распадывается, остается. И сегодняшними технологиями, и это тоже вот развитие, да, вот, и Советский Союз. Это было бы такое мощное государство. Его бы потом никто никогда не смог свалить бы.
Прикинь? Вот просрали мы с тобой страну-то, а? Ну да, мы еще детьми были, шут с ним, но... А так, прикинь, Я вот так такая скажу, территория. вектор развития, возможно, задан был и правильно. Просто не было людей, которые доведут это до Да, человеческого конца. безусловно, человеческий фактор надо было реформировать, не перестраивать, как Горбач, а реформировать. И мы бы могли бы быть сверх-сверх-державой. С такими сегодняшними технологиями к нам бы никто не смог подобраться. Вообще, блядь, шансов не было бы. Да. А если прикинь, Ну, кто-то это еще прикинь ресурсы, да? Со всего Советского Союза полезные ископаемые. Да у нас бы весь мир болта бы чесал, знаешь как? О, да ты шо? Мы бы с тобой на печах бы даже не слазили с печи. Как емельки бы катались на рыбалку на печах. Я тебе говорю. Я не об этом думаю. А о чем? Потому что ничего доведено не было, ничего не было сделано. Все было только... Я тебя понимаю, конечно, то, что Горбач сказал. Я, говорит, всю жизнь ненавидел коммунизм и всегда, говорит, все залазил туда, чтобы изнутри развалить. Предатели, обычные предатели пришли к власти. Ну? А могли бы мы с тобой, да. Прикинь, ты сейчас там, я здесь, Советский Союз, нифига себе, я удочку кидаю. Ты мне там его начепляшь, на телефоне бах кнопочку, оно все у меня здесь, я тебе назад горилки туда, короче. Хо-хо! Вот это бы мы, брат, с тобой бы жили. Да. Как ты говоришь, канал называется? Сам себе на уме. Не знаю, но распад все-таки все равно что-то дал. И тебе, и мне. Не, ну В другом безусловно, смысле, то, в что... другом смысле. Ну, Да. я не в том, что ты там, мы тебя чувствовали, тебя там великими каким-то. Когда советский человек чувствовал себя, как ты говоришь, в своей стране каким-то главным или важным человеком. Ну вот посмотри на своих дедов, например, что они кем-то были, никем они не были. Стоять Их власть боятся. Дед у использовала меня как тракторист. хотела. Подожди, я тебе расскажу историю. Дед тракторист обычный, немец беспартийный, так как немец был. Выходит мультик в середине 80-х. Название мультика не помню. Что-то там крыс много было. У меня дед, он ему не нравится, говорит, на детей плохо влияет. Он берет ручку, пишет в Москву и туда отсылает. Мультика больше не видно. Мультик запретили, но не потому, что это дед написал, а потому что не только один дед написал, видать, много людей написало. Вот кто был такой тракторист, простой тракторист. В Москву обратился и плюс ответ получил. Сейчас до Киева дозвонись, достучись до них там. Ага. Дозванивают. Ну да. Ну да, кому надо, те дозваниваются, да, тут. Тут да. Слушай, а что с Коломойским? Что-то давно о нем не слыхать, как упекли, так вроде и где-то что-то он там. Живой он Что там. ты за мной беспокоишься? Конечно, Он у я себя за него дома. Он у себя беспокоюсь. дома, ты о нем беспокоишься. Я не беспокоюсь, так ради интереса. Сидит в тюрьме. Ну, добро, видать, сидит, да? Ну, Да, не как так. все, не как все. Да, скорее всего, да. Да посидит и отпустит, что думаешь, до конца его дней будет. Ну да, странно то, что он вообще попал в тюрьму. Видать, компромат у него стащили и посадили. У него ж по-любому был на Зеленского компромат. Он же его двигал в президенты. Думаешь, двигал? Но не уверен. Но, думаю, двигал. Хозяина посадил. Ну, такого не бывает. Такого не бывает. Ну. Там совсем другое. Слушай, Гуд, пойду дальше. Тебе всего хорошего. Ты за Советский Союз-то подумай. И даешь добро ролик выставить с тобой? Да выставляй. Добро, удачи.
Давай. Давай.